Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака расклад на месяц февраль. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в феврале месяце, какие вам карты сегодня выпадут. Давайте посмотрим основные события, потому что это общий таро-прогноз, он не личный. Напоминаю вам об этом. Здесь мы видим только основные энергии, мы стараться не будем вдаваться в детали, потому что опять-таки это не личный расклад. Тем не менее, давайте посмотрим, что же у большинства рыбок получится в феврале месяце и какие события вас ждут. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, вы можете оставить лайк, можете оставить сообщение. В любом случае, любая активность с вашей стороны мною приветствуется, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, рыбки, давайте посмотрим, что же происходит у вас, какие карты вам сегодня выпадут. Февраль месяц, карта семерка пентаклей, ожидание. Окей, то есть здесь речь о каком-то ожидании. Вы ждете чего-то, вы ждете достаточно терпеливо. Возможно, вы считаете, что вы уже все действия, которые должны были сделать, сделали, и вы теперь ждете результата. Знаете, как засеяли поле, ждете результата, когда будет урожай. Возможно, здесь вы ожидаете каких-то вестей, известий, сообщений, звонка какого-то. Либо вы ждете каких-то выплат, которые вам должны прийти. Либо по семерке пентаклей, ну, знаете, как ожидание, а здесь... Или повышение зарплаты, да, не знаю. То есть ощущение, как будто у вас меньше денег, чем, возможно, хотелось бы, и вы хотите больше, потому что вы знаете, что вы заслуживаете на больше, вы ждете, когда же вы этот результат наконец-то получите. Семерка пентаклей, она на самом деле может многие вещи говорить. Она от просто терпеливости в каких-то вопросах и вашей такой усидчивости, скажем, и умения ждать до чуть ли не беременности, потому что это тоже процесс, который требует времени. То есть какие-то вопросы, связанные с беременностью, которые как бы вы понимаете, что для получения результата нужно ждать, нужно время. Поэтому семерка пентаклей много может значения иметь. Давайте посмотрим следующую карту, которая здесь у вас выпадет. Следующая карта, карта короля пентаклей. Опять-таки деньги, финансы, деньги для вас будут важны. Вам важно чувствовать себя уверенными в финансовом каком-то будущем. Возможно, здесь речь идет о земном знаке зодиака, и какие-то вопросы ожидания связаны с таким знаком. То есть козероги, девы или тельцы, и вы ждете от этого человека каких-то известий или каких-то шагов, каких-то сообщений, звонков. Может быть такое. Но также вот ожидание выплат, ожидание денег, ожидание каких-то моментов, связанных, да, с вашим заработком. Соответственно, король пентаклей. Возможно, вы здесь вложили во что-то уже деньги, тоже инвестировали во что-то деньги, а теперь ждете результата, ждете, когда же это дело выгорит. Ну, не знаю, такой вариант тоже возможен. Давайте посмотрим дальше. Кстати, здесь может быть накопительство денег, да, тоже семерка пентаклей, когда вы копите, складываете чуть ли не в копилочку в сейф деньги на какие-то свои большие цели. Тоже семерка пентаклей, да, ждете, складываете, король пентаклей, то есть не тратите на какие-то мелочи, складываете на какую-то крупную цель. Давайте посмотрим следующую карту, рыбки, что здесь у вас еще есть. Карта умеренности и баланса, сохранение спокойствия, сохранение баланса. Попытка здесь по этой карте умеренности, здесь, ну не знаю, как будто стараться сохранить с кем-то спокойные отношения, не конфликтные, дружеские, не знаю, может быть, это имеется в виду. Даже если вы ждете от какого-то человека, может быть, шагов или действий каких-то, но вы не торопите, да, то есть вот даете как будто возможность неспешно принять это решение, неспешно сделать выбор. То есть вы ждете, опять-таки, умеренность — это вы в балансе, вы стараетесь здесь ситуацию не ускорять, не торопить. Давайте посмотрим следующую карту. Это карта вашего ближайшего прошлого, то есть то, что было недавно, может быть, конец января месяца. Карта алхимика, карта нового начала, хорошие возможности, которые у вас есть в конце января. Прям что-то очень хорошее могло произойти в конце января.
По карте алхимик это ваше такое ощущение, что вы могли по алхимику вот быть очень активными, энергичными, потому что вас что-то вдохновило, вы хотели что-то создать, сотворить новое, да, как будто бы ощущение нового начала. Как я творец, я сделаю что-то, как философский камень, да, из ничего, из каких-то элементов, которые не являются значимыми, сделать что-то просто божественное, невозможное, что еще раньше не создавалось. То есть у вас такое ощущение было, что у меня для этого есть все возможности, все ресурсы, я вот и такой способностью здесь обладаю, и вы могли здесь какую-то идею, касающуюся, не знаю, вашего бизнеса, ваших денег, из каких-то важных начинаний начать, да, но сейчас вы в режиме, опять-таки, ожидания по семерке пентаклей находитесь. Давайте посмотрим под королем пентаклей, какая у вас карта будет. Карта звезда, карта надежд, карта водолея, тоже может быть общение с водолеем. Стрельцы есть водолеи, земные знаки, девы, тельцы или козероги. Девы, опять-таки, близнецы по алхимику. Ну, смотрите, карта звезда, надежды. Надежды. Вы много надеетесь, верите, да? Стараетесь сохранять равновесие и баланс, надеетесь, верите, что верите, что ваши инвестиции во что-то сработают, или верите, что вы получите ожидаемое, если будете долго ждать, что ваши надежды реализуются, потому что вы уже все сделали, и ну как же так, вы должны получить этот результат соответственно. То есть вы прям уже сделали, как вам кажется, все возможное. То есть карта звезда, надежда получить вашу цель. Да? Вас она очень сильно вдохновляет, это что-то очень заветное, может быть, как мечта ваша. И вы можете даже что-то делать каждый день для того, чтобы дорасти до этой цели. Может быть, заниматься каким-то обучением или вот как-то совершенствовать себя, чтобы приблизить себя к этой цели, соответственно. Давайте посмотрим середину месяца февраля, что у вас будет в середине февраля. Карта башня, надо же. Карта башня, карта каких-то неприятностей, может быть разрушения, что-то вот внезапное происходит, и вами восприниматься может как полный крах или какой-то конфликт, который здесь возникает. Для вас он как крушение, что-то такое неожиданное. Может быть просто что-то, знаете, незначительное в виде поломки чего-то, это тоже воспринимается как разрушение и крах. Но чаще это вот прям что-то внезапное. И ну, для вас, да, у каждого просто разный уровень восприятия, да, катастрофы. Да, у кого-то катастрофа — это мелочь какая-то, утюг сгорел, да, а для кого-то это вообще не катастрофа, для кого-то это так, просто, не знаю, событие мелкое из дня текущего. То есть а у кого-то более серьезные могут быть какие-то события. Но в любом случае нужно быть осторожнее, потому что по карте башни действительно здесь могут быть какие-то ситуации внезапные и воспринимающиеся как разрушение, крах, конфликт какой-то. Может быть ситуация прозрения, когда вы понимаете, что вот как оно, да, оказывается. То есть озарение, прозрение, понимание всего, что в вашей жизни здесь происходит, но опять-таки внезапное, резкое, чересчур. Не как по солнцу обычно это происходит, да? А вот как-то так, болезненно немножечко. Давайте посмотрим еще следующую карту рыбки. Карта отшельника. Возможно, здесь, ну, по карте отшельник вы, возможно, захотите от чего-то осознанно отказаться. Может быть, отказаться от каких-то не знаю, не денег, даже нет, вложений, покупок здесь. Не то что вложений, покупок на что-то малозначимое. Да? То есть отказать себе, вот как отшельник, да, монах, как аскезу какую-то взять. То есть отказать себе в чем-то, потому что у вас есть более высокая цель. Отказаться от чего-то, что, в принципе, вам сейчас не особенно нужно, и вы можете без этого обойтись. Также здесь по карте отшельник может быть и попытка разобраться в ваших целях, планах каких-то, что для вас является вашей звездой, то есть этой целью, к которой вы идете. Нужно ли вам это действительно, насколько вам сильно это нужно. То есть вы стараетесь уйти от какой-то неуверенности и сомнений, вы стараетесь по отшельнику здесь пройти определенный путь сознания и развития, стараетесь здесь вырасти духовно до своей цели, чтобы соответствовать ей. Вы стараетесь здесь принимать мудрые решения по отшельнику. Да, может быть, кто-то здесь будет в позиции, где вы как отшельник, да, в какой-то степени. То есть в этом своем ожидании, может быть, вы находитесь в состоянии такого уединения или нежелания с большинством людей общаться, чувствуете себя как будто бы в отшельничестве. Может быть и такое. Может быть, вы просто хотите так отстранить себя, отгородить от других на время. Давайте посмотрим дальше.
ситуацию вокруг вас, что вокруг вас происходит, основные энергии, карта императрица, то есть в вашем окружении будет либо что-то важное, касающееся матери, женщины, то есть вот этой фертильности, деторождения, опять-таки я говорила, беременность, возможно, может быть это кто-то в вашем окружении, может быть вы ждете рождения, там, не знаю, чтобы ваша жена родила ребенка, допустим, или там ваша невестка, не знаю, то есть что-то такое. Либо по императрице здесь какие-то важные вопросы, касающиеся, опять-таки, роста, развития, вложений, да? Получить результат того, что вы сделали, того, что вы вложили, как будто бы вот вы трудились, прикладывали усилия, и вы теперь хотите получить плоды своих трудов. То есть вот она, императрица, она тоже об этом может говорить. Но в целом вот здесь вот какие-то важные вопросы в вашем окружении, да, могут касаться женских каких-то вот этих вопросов, то есть, не знаю, опять-таки воспитание детей, зачатие ребенка, вынашивание ребенка, в принципе, вопросов фертильности. Да. Может быть, для кого-то здесь желание завести ребенка, может быть, кто-то из рыбок здесь ожидает рождения ребенка, и для вас это может быть какая-то важная цель. Король Пентаклей, может быть, вы какие-то процедуры проходите, то есть как-то это финансово подкрепляете, поэтому, собственно, да, может быть, это важные для вас моменты. Ну, давайте посмотрим следующую карту, ваши страхи или ваши желания, соответственно, рыбки. Здесь карта 4 кубков. Ваша какая-то боязнь, да, что по 4 кубков вы знаете, вы как будто бы даже тут не то, что боязнь, а вы действительно можете пропустить какую-то хорошую возможность, потому что вы можете настроены здесь быть негативно, потому что раньше что-то не получилось. Да, раньше что-то не получилось. И вы можете вот в этом ожидании дальше находиться, склонив голову. Вот он смотрит, и здесь тоже склонил голову, смотрит куда-то вниз. В ожидании этом находиться и не заметить действительно хорошего, выгодного предложения или выгодной для вас возможности. Потому что вот вы считаете, что если вот это не получилось, что вы хотели, то все, это уже неудача. Но это на самом деле не неудача, это не неуспех, это, возможно, Вселенная вам показывает, что вам это не надо, нужно что-то другое попробовать. Возможно, вот этот вариант, который вам дается, и его нужно рассмотреть. И, возможно, для вас это и будет озарением и пониманием, что вам вообще не вот это нужно, да, что вы ждете, а что-то совершенно иное, совершенно другое. Давайте посмотрим финал месяца или результат месяца для рыбок. Здесь карта 3 кубков, то есть для вас важны будут какие-то ситуации обсуждения, разговоров для вас в этом месяце, возможно, по 3 кубков, каких-то 3 кубков, обсуждений для вас, да, с друзьями или с близкими вам людьми. Может быть, по 3 кубков здесь даже как кубки поднимаются, какие-то, может, праздник какой-то, может быть, вы на какой-то праздник едете или что-то вот такое у вас будет, как мероприятие какое-то. Может быть, вас поздравляют с какими-то успехами, с какими-то результатами. Вот, либо вы здесь радуетесь за кого-то искренне тоже. Вот она, 3 кубков. Но в целом это вот как собраться с другими и провести хорошо время, пообщаться, может быть, с друзьями, подругами, может быть, с родными и близкими. Но карта неплохая. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для рыбок мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.